Всем привет! Спасибо, что присоединились сегодня к нам. Хочется сразу начать с небольшого напоминания, что 30 июля на платформе NFT Stars стартует очередной аукцион легендарной коллекции картин Art of Blockchain, и в ее составе также будет картина Crypto Mother, подписанная самим Виталиком Бутериным. И в честь этого грандиозного события у нас сегодня в гостях основатель, а также главный исполнительный директор VR Gallery, собственно, галереи, которая и выставляет данные работы на аукцион, Андрей Васильев. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, всем привет. Давайте, наверное, сразу познакомимся поближе с коллекцией. Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет Art of Blockchain и какое значение несет в себе коллекция в целом и каждая картина по отдельности. Art of Blockchain – это симбиоз современного искусства и современных технологий. Каждая картина представляет себя уникальное произведение искусства. CryptoFather, Misscoin, Bitcoin, Ethereum, CryptoMother – все они достойны внимания. Да, действительно, все работы поистине уникальны. Но вот мы слышали, что криптомата все-таки вызвала наибольший интерес у аудитории. Вот как по-вашему, почему так произошло? На одной из конференций среди экспозиции картину увидел Виталик Бутерин, и она настолько ему понравилась, и он оставил на ней свой автограф, который поднял стоимость произведения искусства до невообразимых высот. Вот симбиоз современных технологий и искусства в действии. Да, это очень интересная история. И вообще мы слышали такую историю, что в 2018 году один инвестор США предложил за Мона Лизу $6 миллионов, но вы отказались по идеологическим соображениям. Скажите, что это были за причины? На самом деле мы не располагаем подробностями, потому что наша галерея взяла на экспозицию и на продвижение данной работы в 2021 году, но предполагаем, что у коллекционера были другие планы на этот счет, и он не хотел продавать жемчужину своей коллекции, то есть разбивать ее как-то. Ну, то есть хотел все-таки сохранить коллекцию вместе. Да, и теперь у коллекционера из США есть реальный шанс заполучить CryptoMother в свою коллекцию. Ну, то есть вы гарантируете, что так не получится, что по тем же самым причинам также остановится аукцион в самый последний момент? Наш клиент-коллекционер, он принял решение, и у нас есть подтверждение не только словесные, но и документальные о том, что коллекционер выставляет на аукцион коллекцию полностью на продажу. Андрей, всем хочется узнать историю с Виталиком Бутериным, ведь CryptoMother – это единственное произведение, подписанное самим создателем Эфириума. Как это было? Вот почему он все-таки решил выбрать именно эту картину? Вопрос, скорее, более актуален для самого Виталика Бутерина. Мы можем лишь порассуждать на этот счет. Например, существует мнение о том, что Виталик увидел в CryptoMother черты своего лица. То есть это можно проследить по линии челюсти и строению черепа. Тут можно провести аналогию с Леонардо да Винчи, который закладывал, как считает ряд экспертов, черты своего лица в свою Джоконду. Отсюда и второе название CryptoMother – это Crypto-Mona Lisa. То есть есть еще ряд предположений, например, у картины магически притягательная энергетика, когда находишься рядом с ней, это прям сразу чувствуется. У нее живые глаза, криптомама может и печалиться, и радоваться в зависимости от того, как падает свет и ракурс зрителя. Возможно, Виталик увидел, что картина пророческая. Картина написана в 2017 году, и, как вы уже могли заметить, у нее на лбу QR-код.
который сейчас повсеместно внедряется в 2021. То есть за 4 года картина предсказала вот эти вещи. Возможно, для Виталика эта картина символизирует приход новой эпохи, децентрализованные финансовые системы, блокчейн и прочее. Плюс ко всему, это криптомама держит символ эфириума, его детища, то есть криптовалюты эфириум. И, как вы уже правильно заметили, Виталик сейчас не фотографируется с картинами и уж тем более не ставит на них свои автографы, поэтому эти вещи делают картину еще более уникальной. Ну, это, мне кажется, очень интересная история и очень интересная теория провести такую аналогию именно с криптом-Мона Лизой, с настоящей Мона Лизой. Вообще, Андрей, для нас, для нашей команды, это все-таки первый опыт, когда картины на аукцион выставляет галерея, а не сам художник. И вот хотелось бы узнать, как все-таки данные картины попали к вам. Просто мы слышали историю художницы и также хотели бы узнать вашу сторону. В 2018 году художница и ее менеджер заложили коллекцию картин, сумма не была выплачена, и права обладания на собственность перешли к нашему нынешнему клиенту, текущему владельцу картины. В 2021 году к нам обратились с предложением выставить в нашей VR-галерее и провести аукцион, ну, то есть реализовать картины. Коллекционер решился все-таки распродать коллекцию. Все понятно. А вы сейчас можете гарантировать, что у нового владельца не возникнет проблем с правом собственности, а также с правом на использование изображения в своих целях? Коллекционер гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами и документацией для проведения данной сделки с предметами искусства. Замечательно. А вообще для вас это первый опыт на рынке NFT? NFT мы начали активно использовать в конце 2020-го, в начале 2021 года. Мы выставляем на продажу цифровые объекты недвижимости в нашей метавселенной. Это места в галерее, арендные места в галерее, также сектора компаний через NFT. А вообще коллекция изначально предполагала физические картины и NFT? Изначально, как мне кажется, коллекция не предполагала токенизацию, потому что активный рост и популярность NFT получили только в 2021 году. А когда она была токенизирована? В 2021 году мы токенизировали коллекцию при помощи маркетплейса NFT Stars. Кстати, выражаем им огромную поддержку, огромную благодарность за поддержку и организацию аукциона, и за его продвижение. Спасибо большое от имени команды NFT Stars. Андрей, скажите, пожалуйста, каким вы видите идеальный исход аукциона? Что будет, если все картины купит все-таки один коллекционер и коллекцию удастся сохранить вместе? Или вы все же за то, чтобы Art of Blockchain отправились по миру? С одной стороны, хочется, конечно, сохранить целостность коллекции, чтобы она выставлялась в единой экспозиции. Но, с другой стороны, если картины разойдутся по миру, чтобы в один прекрасный день собраться вновь, мне кажется, это тоже будет интересно. Посмотрим, аукцион — это всегда сюрприз, и тут, наверное, важнее, что коллекционер пожертвует часть прибыли с продажи на аукционе на благотворительность. Ну, кстати, да, это очень-очень щедрый, очень классный шаг. Расскажите, пожалуйста, немного о вашей галерее, VR Gallery. Какие работы вообще там представлены?
Наш проект VR Expo World – это метавселенная виртуальных выставок. По сути, это некая сеть виртуальных шоурумов. Можно выделить два направления. Первое направление – это для креаторов и коллекционеров. Мы размещаем художников, коллекционеров, продаем через NFT места в галерее, то есть как цифровые объекты недвижимости, также арендные места предоставляем. Мы поддерживаем молодых художников, размещаем их у себя и продвигаем. Также мы проводим различные конкурсы для креаторов. Кстати, сейчас проходит конкурс на тему криптовалюты, блокчейн, NFT. Совместно с NFT Stars как раз можно выиграть цифровые объекты недвижимости в нашей галерее. NFT Stars также подарит победителю VIP-статус на площадке и предоставляет уникальную возможность для финалистов выставить свои работы на офлайн-выставке в Сиднее, в Австралии. Ничего себе. Ну, вернемся к вопросу. Второе направление нашей VR Expo World метавселенной выставок – это направление для компаний. Здесь можно увидеть промышленные компании, это VR-шоурумы с оборудованием, симуляторы обучающие. Для строительных компаний это возведение строящихся жилых комплексов, то есть люди могут уже заранее погулять и посмотреть, какие квартиры они планируют приобретать. Также у нас есть фэшн-сектор в разработке, это показы, VR-показы мод, бутики одежды, то есть в реальном мире люди могут заказывать себе одежду, но знакомясь с этим всем в виртуальной реальности. Также мы всегда открыты для новых идей. С каждым новым клиентом к нам приходит новая задача, и, по сути, мы выстраиваем свой уникальный виртуальный мир для каждого клиента. Это очень интересно. И, наверное, хотелось бы задать все-таки самый главный вопрос. Можем мы все-таки ожидать, что вы повторно выставите работы на NFT Marketplace? Обязательно мы активно внедряем и продвигаем технологию NFT, и, как я уже сказал, мы активно используем эту технологию для продажи цифровых объектов недвижимости. Также мы продвигаем художников и коллекционеров. Мы их можем представить их на аукционах, то есть это тоже часть функционала нашей галереи. Замечательно. Ну что ж, пришло время прощаться. Хотелось бы еще раз поблагодарить вас, что вы все-таки присоединились к нам, выделили время. Желаем вам успехов и удачи 30 июля и также в ваших будущих каких-то аукционах. Еще раз спасибо, всего доброго. Пока-пока. Огромное спасибо. Еще раз хотелось поблагодарить команду NFT Stars. Также я передаю привет своей команде. Огромное вам спасибо, ребята. Благодаря вам все это стало возможно. Всех ждем у себя в социальных медиа. Скачивайте приложение с нашего сайта vrexpo.world и комментируйте в социальных медиа. Увидимся в виртуальной реальности. Пока. Спасибо за ваши теплые слова. Пока-пока.